Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня буду делать, я никогда такого не делала, но вот решила попробовать. С веревками я сегодня буду работать. Я их нарезала на отрезки, они у меня по 50 сантиметров в длину. Но это не важно, вы сами, когда увидите, что я делаю, вы для себя определитесь, какой длины вам что брать. Вот полоски ткани у меня 5 сантиметров в ширину, длина опять же чуть длиннее, на 5 сантиметров длиннее, чем веревки мои, потому что я с краев, видите, у меня веревки не доходят до самых вот слева и справа краешков, они у меня должны не доходить. Я вот так вот их скалываю булавочками, чтобы они вот держались на этом месте в уголочке в самом, чтобы они не смещались сюда к центру. И буду шить, когда все скалю. Девочки, шить я буду вот такой вот лапкой для молний. Прямую строчку, но лапка для молнии, чтобы у меня как можно ближе строчка получалась к моей веревке. После того, как прострочила, беру следующую ленту другого цвета. Но я буду стараться чередовать более темные с более светлыми. Но это на ваш вкус на самом деле. Не имеет значения. Они все равно получится все очень пестро. И вот так вот прикалываю, тоже максимально близко к этой веревочке, чтобы перестрочить теперь эту свою темную ленту. И буду прошивать. Вот здесь уже прошила, укладываю следующую веревку. И я хочу, вот она у меня чуть длиннее оказалась, чем нужно. Я, кстати сказать, вот так вот припаливала зажигалкой, заплавляла концы. На самом деле это не обязательно, потому что они все равно там запечатаны со всех сторон в результате будут. Беру следующую полоску и уже накладываю ее, чтобы вот не пришивать каждую по отдельности, а буду пришивать уже сразу две. И сразу две я вот так вот прикалываю булавочками, нащупываю эту веревку, ее так вот пальцами немножечко подгоняю, чтобы она прямо вот туда внутри была моей этой конструкции из ткани. Все скалываю аккуратненько, чтобы все держалось, не разъезжалось. Ну, видите, сзади у меня немножечко заломчики получились, но не страшно. Надеюсь, что потом у меня все исправится. Вот так вот просто строчу. И хотя я ленты, вот эти вот полоски свои нарезала так, чтобы они у меня не тянулись, вроде бы это называется по основе, я их раскраивала, потому что для меня, вот я не профессионал, для меня вот темный лес, что такое уток, что такое основа. Но я, короче, выбирала так, нарезала эти ленты, чтобы они у меня меньше растягивались при пришивании. Но еще от тканей зависит, потому что некоторые сильнее тянутся, некоторые меньше. Ну, не страшно, я обрежу, да и все лишнее. Ну вот, продолжаю в том же духе делать следующие. Вот, девчонки, а представьте, если вот это делать то же самое, но из однотонных тканей. Не обязательно же все вот разноцветные. Можно все то же самое делать, но только с однотонными тканями. Одну и ту же ткань, вот, которой у вас много, и которая вам так-то вот не очень-то и нужна, взяли и вот пристроили на такое дело, на такой коврик. И получится очень даже симпатично и всегда пригодится. Ну и в таком порядке я буду продолжать дальше пришивать свои полоски веревочки и вернусь, когда у меня будет готово. Девочки, шила. И это достаточно долго получается, потому что маленькие, тоненькие эти полосочки. Хотя ткани 5 сантиметров, даже многовато на такие тонкие полоски. И только к концу, когда уже я закончила, я придумала, что можно вот так вот две веревки сшить между собой зигзагом, и получится более широкая полоска. И в результате работы прямо в разы меньше получится. Но в 2 раза меньше, потому что в 2 раза меньше понадобится телодвижений. Так что имейте в виду, а можно чередовать, делать узенькие вот такие вот из одной веревочки, потом широкие из 2 веревочек. Имейте в виду, я поздно придумала такое, когда уже практически сделала. Ну вот смотрите, у меня остался вот получается с той стороны, но здесь я уже обработала, прямо эту же ткань завернула
и подшила. И остался с этой стороны необработанный край у меня. И я возьму полоску ткани. И вот эти вот стороны боковые, так как этот у меня уже обработанный, боковые обрежу поаккуратнее, поровнее. Вот так вот как-то. И вот здесь вот у меня вот заканчивается веревка. То есть у меня вот этот край не очень плотный, толстый. Я специально же так оставляла, чтобы веревка у меня только была не до конца. И с этой стороны я уже подрезала. То же самое. То есть я начну вот этой лентой обшивать с одной стороны, а потом вот так вот все по периметру прошью и здесь закончу. Блин, как жалко, что я вот эту тут поздно придумала делать широкие такие полоски тоже. Это бы очень даже и украсило коврик, и очень облегчило работу. Пришила свою окантовку сзади. Вот так это выглядит. И теперь вот с этой стороны заворачиваю и вот так вот пришиваю вот сюда. Веревка у меня вот еще где. Сейчас я, наверное, сначала прищепочками все это закреплю. Ну, можно и булавочками, но раз у меня есть прищепки, прищепками как-то мне удобнее. Формирую уголочек, тоже все прицепляю, чтобы держалось. Надо было мне вот эту сторону тоже оставить побольше, чтобы одинаково полностью весь край обработать. Он бы был такой поприличнее. Ну уж как сделала, так сделала. Вам советую здесь с этой стороны вот не поступать, как я. Я просто подвернула вот эту сторону подкладочную и зашила. А не надо было. Он такой жесткий достаточно, при этом вот гибкий и такой тяжеленький. Ну, не прям вот, что не поднять, но такой хороший. Мне нравится. И мне как раз такой нужен. Если такого же плана сделать, вот, ну, покороче, может быть, ну, или вот здесь вот подлиннее, просто вот такие же полоски, то можно сделать, например, корзину какую-то. Вот так вот сшили между собой, дно пришили, и вот, пожалуйста, она будет такая плотная, устойчивая корзина. Или, допустим, в сумке какой-то вы будете, если шить, дно сделать вот такое вот. Оно получается плотное, жесткое, но если веревочки вот так же не до конца делать, то нормально вы вошьете это дно. И не только дно. Ну и понятно, что не обязательно делать разноцветным. Можно и однотонные ткани брать. Короче, мне все очень нравится. И чем дальше, тем у меня больше идей появляется. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. Конечно же, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.